Добрый день! Хочу поделиться с вами идеей, как можно обойтись без теплицы. Какое альтернативное решение может быть для того, чтобы получить ранний урожай весной и продлить плодоношение осенью. Теплица, а чаще неотапливаемый парник – это довольно дорогое удовольствие для личных нужд. В основном нам достаточно иметь небольшую закрытую площадь. Но чтобы теплица эффективно работала, она должна быть большой и высокой, и соответственно дорогой. А нам такой много. Также грамотно построить теплицу, которая будет держать снеговую и ветреную нагрузку, иметь хорошее проветривание тоже непросто. Летом наши небольшие теплицы сильно перегреваются. Находиться в них в это время наказание как для людей, так и для растений. Поэтому для небольших хозяйств я бы предложил вместо теплиц пользоваться вот такими широко распространенными туннелями. Но я их хочу доработать. Итак, для того, чтобы построить туннель, используют дуги из разных материалов. Я использовал проволоку диаметром 8 мм. На нее одевал БУ капельную ленту или обворачивал стрейч пленкой. Устанавливаем дуги на некотором расстоянии друг от друга. По краям ряда забиваем колья. Крайние дуги фиксируем веревкой к кольям. Далее накрываем пленкой, можно агроволокном. Привязываем края пленки к кольям с сильной натяжкой. Сверху укрывной материал фиксируем или еще одной дугой или шпагатом. В общем, натяжка выполнена вдоль ряда. По низу пленку фиксировать не надо. Может, лишь только возле кольев придется поджать к земле. Здесь удобно то, что я могу любую сторону тоннеля стянуть вверх, когда мне нужно. Пленка не будет съезжать вниз. Это обеспечивает доступ к растениям и проветривание, когда жарко. Какие преимущества туннеля по сравнению с небольшой теплицей? Первое. Это цена и простота конструкции. Дешевле не придумаешь. Второе. Мы можем использовать гораздо большую площадь для выращивания растений, чем в теплице. То есть мы свободно выращиваем культуры, которые разрастаются вширь. Дыни, арбузы, огурцы. Ведь укрытие нужно лишь на первом этапе выращивания, когда холодно и растения маленькие. Потом мы демонтируем нашу конструкцию. С этим связано и третье преимущество. Наши материалы будут меньше подвержены износу, так как большую часть года они спрятаны. Они не будут лишний раз рваться ветром, рассыпаться от солнца и мороза. Четвертое. Мы можем каждый год устанавливать туннели в другое место, на восстановленную почву, что трудно сделать в теплице. Пятое. Нам удобнее обрабатывать грядки в туннелях. Есть где развернуться, не надо задыхаться и потеть в теплице. Шестое. Это отличное проветривание. Седьмое. Тот же туннель можно использовать как укрытие от солнца. Свои культуры в жару я защищал притеняющей сеткой, которую натягивал на дуги вместо основного укрытия. Делал я это не сплошным полотном, а лишь полосой для экономии со стороны солнца. Это было довольно эффективно и экономило полив. Теперь поговорим о недостатках. Первое. Растения в туннеле в принципе защищены от осадков и града, а вот мы нет. Второе. Придется чаще нагибаться для обслуживания грядки и открытия туннелей на проветривание. Третье и самое главное, почему туннели ограничены в применении. Они хуже удерживают тепло по сравнению даже с небольшими теплицами. То есть их главный недостаток в том, что воздуха в них мало, и поэтому они быстро охлаждаются и быстро перегреваются. Мы не сможем в них высадить свои растения так рано, как в теплицу. Они будут плохо развиваться из-за холода. И также есть риск заморозков. Как только выглядывает весеннее солнце, пленочные туннели в то же время быстро нагреваются, и надо срочно бежать и все грядки открывать. А что делать, если это дачный участок? Когда же туннели накрыты агроволокном, за ними следить особо не нужно. Они не перегреваются и даже дождем будут сами поливаться.
но тепла от них еще меньше, чем от пленочных. Холод ночью и жара днем, а также холодный грунт свойственны и небольшим теплицам, но не в такой степени. Теплый грунт – обязательное условие для успешного развития растений. Поэтому я предлагаю попробовать улучшить ситуацию с перепадами температур в туннелях, чтобы можно было их использовать в более холодную погоду наравне с теплицами. В общем, у нас имеются две проблемы. Первая – это как саккумулировать дневное тепло для ночи и прогреть холодный грунт. Вторая – это как автоматически проветривать туннели в солнечные дни. Поэтому видео будет разбито на две соответствующих части. В этом видео рассмотрим схему аккумуляции тепла. Сразу говорюсь, что будем использовать в качестве укрывного материала светопрозрачную пленку. Я предлагаю на обсуждение вот такую систему. Здесь имеется туннель длиной около 12 метров с поперечными размерами шириной 1 метр и высотой 0,6 метра. Посередине грядки в грунте зарыта пластиковая труба на небольшой глубине. Можно взять трубу 110 мм или 160 мм. Трубу из частей нужно собрать герметично. Если это канализационная труба из ПВХ, то стыки садим на герметик. Ее можно попробовать испаять с помощью строительного фена. Вот так. По краям используем углы 90 градусов. В середине тройник. Трубу нужно уложить по уровню. Далее имеются два вот таких теплозаборника из тонкостенного металла темного цвета. У меня они в сечении 175 на 70 мм. Профиль можно изогнуть самостоятельно или заказать. Теплозаборник крепим к дугам на подвесах и распорках, чтобы он был расположен под углом и ориентирован на весеннее солнце. Грядку в целом желательно располагать с запада на восток. Также вдоль грядки есть уклон теплозаборников от середины к краю, чтобы вода сливалась по желобу в подземную трубу. В верхней части теплозаборника уложена капельная лента с большим водовыливом. Можно попробовать использовать слепую трубку с отверстиями или ленту туман. Главное, чтобы вода равномерно омывала металлические стенки. Заборник обмотан стрейч-пленкой, которая создает закрытое пространство. Используем любой маломощный водяной насос. Например, такой. Располагаем его в тройнике и подключаем к нему капельные ленты. Таким образом металл будет греться как от солнечных лучей, так и от теплого воздуха. А вода, подаваемая насосом, будет отбирать это тепло и переносить в грунт. Вода в трубе и грунт вокруг нее будут аккумулировать тепло днем и отдавать его ночью, что и требовалось получить. При такой схеме нужна минимальная мощность насоса, так как высота подъема воды небольшая и трубопровод короткий. Насос может быть 12 вольт и запитать его можно даже от солнечной батареи. При этом учитываем, что теплоемкость воды выше теплоемкости грунта в 2 раза и выше теплоемкости воздуха в 28 раз. При диаметре трубы 110 мм и длине 10 метров объем воды будет составлять 100 литров, а при диаметре 160 мм 200 литров. Можно использовать и две трубы, тогда их нужно будет объединить общим переливом. Также можно использовать полиэтиленовые трубы, например, вот такие для прокладки кабелей. Теплопроводность полиэтилена выше, чем ПВХ пластика, из которого изготовлены канализационные трубы. Поэтому можно использовать и толстостенную полиэтиленовую трубу. Нужна будет также автоматика по управлению насосом, например, реле с датчиком температуры.
Тогда насос будет включаться, когда теплозаборник достаточно прогрет. Автоматика способна управлять несколькими насосами одновременно. Есть другой вариант теплозаборника. Вот такой. Возможно, он более эффективен за счет увеличенной активной площади. Сделан из металлического листа, сложенного пополам, и заполнен почти полностью водой. Толщина около 2 см. Капельная лента в нем расположена посередине. Но при изготовлении надо будет добиться надежной герметизации торцов. При этом весит будет больше и нужны дополнительные опоры. В общем, такой вариант аккумуляции тепла в туннеле уже будет работать. Но я хочу усложнить схему. Предлагаю добавить в нее бочку, утепленную пенопластом. Объем бочки 200 литров. И теперь воду с теплозаборников я сначала направляю в нее. Притом с ближнего вода подается сразу, а с дальнего через шланг. В бочку опускаю пластиковую трубу диаметром 50 мм, почти до дна. И воду с заборников подаю в данную трубу. Это позволяет воде в бочке перемешиваться. Далее через перелив вверху бочки вода будет стекать уже в подземную трубу. Уровень воды в бочке должен быть выше уровня воды в подземной трубе. Насос теперь расположен в конце грядки. Эта схема позволит лучше накапливать и сохранять тепло, так как теплопотери через грунт в стороны будут меньше. Теперь насос мы можем включать под утро, в то время, когда сильно не хватает тепла, чтобы, например, защититься от заморозка. При этом вода с верхних слоев бочки максимально быстро отдаст накопленное тепло в грунт, а остатки тепла рассеются через теплозаборники в окружающий воздух. Повысить производительность насоса можно, расположив его снова в центре грядки. Для этого погрузим его в дополнительную небольшую емкость, а эту емкость соединим с крайним торцом подземной трубы, например, через шланг. За уровнем воды в подземной трубе нужно будет следить, так как возможны ее потери. Как вы заметили, много работы по циркуляции воды делает атмосферное давление, потому что система открытая. Теоретически конструкция такая туннеля должна служить не один год и должна окупиться. Трубу можно выкапывать и переносить в другое место. Чтобы ускорить окупаемость, я бы зарывал две трубы, одну напротив другой. Весной использовал первую из них, а осенью переносил бы туннель на другую трубу. При этом задействовал одну бочку, подключаясь к ней с противоположных сторон. Таким образом, осенью можно выращивать культуры летней посадки, например, цветную и пекинскую капусту, редьку, редис, зелень, клубнику нейтрального светового дня и другое. Выполнив приблизительные тепловые расчеты, я определил, что для одной 12-метровой грядки желательно иметь около 400 литров воды в системе. На зиму воду из трубы и бочки нужно откачать. Также можно использовать недорогие рукава из полиэтилена, например, вот такие. Наполнить их водой и положить вдоль грядки изнутри. Они могут служить дополнительными аккумуляторами тепла. Лучше использовать прозрачный материал. Думаю, что эту систему аккумуляции тепла можно с успехом применить и в балаганах, и в парниках. В следующем видео я предложу варианты вентиляции этих туннелей. Всем спасибо, всем удачи!